Общеизвестно, что моменты, когда Тэкук совершает поступки или говорит что-то, что можно истолковать по-разному, чаще всего остаются незамеченными, просто потому что многие не хотят признать, что отношения Тэхёна и Чингука вообще возможны. И хотя мы постоянно сталкиваемся с ситуациями, не имеющими логического объяснения, многие продолжают отрицать, что что-то произошло, даже когда сами неосознанно доказывают обратное. Конечно, мы не можем заставить других видеть вещи по-нашему, но всегда можем наслаждаться тем, как правда в конце концов всплывает на поверхность, и никто не может этого отрицать. В какой-то момент они разговаривают друг с другом, и ни один из них не может отвести взгляд. Если всего несколько минут назад Чингук казался невероятно застенчивым, то теперь, похоже, он никак не может оторвать глаз от лица Тэхёна, создавая сцену, которая кажется слишком интимной. А как насчет того момента, когда Чингук не понимает, что камера включена, пока не говорит Тэхёну, что тот выглядит привлекательно, прямо перед тем, как осознать, что кто-то снимает? После этого Чингук решает уйти от него, доказывая, что отношения Тэкука определенно не созданы для камер. Их поведение стало довольно странным, когда Тэхён понял, что они не одни, что объясняет, почему никто не мог это отрицать. Еще одна причина, по которой мы видим действия Тэхёна, и то, как он, казалось, смягчился, даже если Чингук просто хотел взять его за руку, хотя Тэхён собирался сжать кулак, и его улыбка, показывающая, насколько теплыми были его чувства к этому простому поступку, продолжает убеждать меня в том, что они определенно не могут быть просто друзьями. Даже на фан-встрече все думали, что это Тэхён увел Чингука со сцены. Но на самом деле, то, как Чингук заставил Тэхёна обнять себя, а затем, прижавшись к его спине, оттащил его, прощаясь, и ясно показало, что Тэхён на самом деле не собирался уходить, пока Чингук не попытался вытащить его. Тэхён даже держался за дверной косяк, но это все равно не остановило Чингука, вопреки тому, что многие пытались отрицать. Но что действительно убедило меня в том, что отношения Тэкука могут быть настоящими, началось с момента, когда персонал, казалось, отчитал их за слишком близкое расположение. Чингук сделал вид, что наклонился ближе, чтобы лучше слышать, пока не понял, что персонал наблюдает за ним. Только потому, что Намджун снова сблизил их, они оба были счастливы от прикосновений друг друга и убедились, что их лидер на их стороне. Взгляд, который Намджун бросил на него в тот момент, является определяющим моментом, почему я считаю, что никто не может сказать, что здесь ничего не происходит, когда есть эти доказательства. Вспомните момент, когда Чингук прочитал комментарий с просьбой выбрать между Тэхёном и фанаткой. Он не смог удержаться от смеха и начал напевать концовку песни Роберта Вейда, которая часто используется для придания юмора или сарказма ситуации, которую не хотят воспринимать всерьез. И поскольку Чингук начал напевать ее сразу после этого ироничного вопроса, он ясно дал понять, что, хотя и казалось, что он делает выбор, ничего серьезного в этом нет. И если отношения Тэкука все еще считались нереальными, как объяснить, что даже Хасок не знал, что Чингук был добр, ложась спать рано и просыпаясь рано, в то время как Тэхён подтвердил это с абсолютной уверенностью в ответ на совершенно непонятный вопрос Хосока, факт, который, по-видимому, знал только Тэхён? Когда Чингука попросили выбрать поцелуй от одного из участников, и он начал говорить, что не хочет поцелуев между парнями, Намджун первым громко позвал Тэхёна поцеловать Чингука, хотя они даже не были рядом. Это не помешало Чингуку невероятно смутиться и замереть, еще раз продемонстрировав, что именно участники группы неосознанно раскрывали эти факты. Не говоря уже о том, что Тэхён публично попрощался с Чингуком по видеозвонку, где они оба были без рубашек, хотя остальные участники уезжали в тот же день. Это всегда будет убеждать меня в том, что отношения Тэхёна и Чингука были настоящими. Потому что нет логического объяснения, почему Тэхён настаивал на выключении прямой трансляции только потому, что Чингук хотел принять душ после тренировки перед тем, как прийти. В сочетании со смехом Хобби и паникой Чингука, когда он начал говорить, что им троим нужно закончить трансляцию, этого было достаточно, чтобы Тэхён все-таки отказался и в итоге ушел с Чингуком. А как насчет момента, когда сам Тэхён признался в прямой трансляции, что хотел послушать песню, которую Чингук всегда пел для него, просто потому что Чингук в то время был в поездке? Текст песни описывает не только путь самопознания, но и поиск того самого особенного человека и цели, которая заставляет персонажа хотеть продолжать жить.
вступительные строки передают чувство одиночества, упоминая взгляд в стену спальни и тень воспоминаний, но песня также говорит о ветре, зовущем его, и о пути, который он выберет, чтобы найти его. И хотя он говорит о внутренних переживаниях и конфликтах, строчка «Я должен узнать, кем я должен быть» подразумевает поиск идентичности и самопонимания. Потому что, хотя он и не верит в судьбу, существование этого человека способно заставить его поверить, показывая, насколько сильно этот человек влияет на его жизнь. А тот факт, что Тэхён говорит, что Чингук всегда поет ему эту песню, говорит о том, что эта песня особенная для них обоих. Еще один забавный момент, который никто не может объяснить, это когда Тэхён приходит на прямую трансляцию Хобби и говорит, что ужинал с Чингуком. Когда Хасок спрашивает, о чем они говорили, Тэхён просто отвечает, что это был разговор взрослых. После того, как Хасок продолжает задавать вопросы, реакция Тэхёна, притворное невежество, с трудом сглатывание и постоянное повторение, что это был просто взрослый разговор о жизни и тому подобном, показывает, что он не ожидал, что Хобби продолжит задавать вопросы на камеру. Именно поэтому он в итоге говорит, что счастлив, хотя разговор явно не шел в этом направлении. Точно так же, как в момент, когда Чимин спрашивает Тэхёна, на нем ли только нижнее белье, а Тэхён отвечает, что это шорты, похожие на нижнее белье. С самого начала было ясно, что Тэхён просто хотел взять Чингука с собой на прямой эфир, даже попросив сотрудников сказать Чингуку, что он его ищет, потому что это был бы единственный способ сгладить неловкость. И именно поэтому мы видим, как Чингук постоянно смотрит в этом направлении, как будто его глаза отказываются отпускать то, что держит его в напряжении и сосредоточенности большую часть эфира. И какое бы оправдание ни придумал Чингук, чтобы объяснить, почему он сказал, что не знает, где находится Тэхён, когда его спросили об этом, и почему он настаивал на этой лжи до конца, утверждая, что все это время не знал, где находятся остальные участники группы, вот что действительно его разоблачило. Особенно, когда мы узнаем, что Тэхён пришел поддержать его на мероприятии. Мало того, что Чингук начал спрашивать, где Тэхён и почему он так долго задерживается, так это еще и подтвердило, что Чингук был совершенно избалован, приняв объяснение Тэхёна, в то время как они оба оставались в ситуации, которая до сих пор глубоко запечатлелась в нашей памяти. Ведь если бы Тэкук не существовал, почему Чингук произнес бы вслух слово «свидание», увидев, как Тэхён не может остановить Чимина и Джина от вопросов о несоответствиях в его рассказе с момента его появления в классе. Затем атмосфера стала настолько неловкой, что даже Джину пришлось вмешаться и сказать, что им троим следует уйти, потому что ситуация становилась слишком неловкой. Тем временем Тэхён не знал, что делать, кроме как хлопнуть в ладоши и коснуться шеи, чтобы снять напряжение, а Чимин повторил тот же жест, потирая руку. Все четверо замолчали на мгновение, и для меня это остается одним из тех моментов, которые никто никогда не сможет объяснить. Потому что, хотя многие и хотят это отрицать, мы точно знаем, кому верим. Потому что Тэкук – это реальность, что бы кто ни говорил. Потому что, если присмотреться, Тэкук всегда присутствует в мелочах, которые часто упускаются из виду. Во взглядах, которые задерживаются слишком долго, в неосознанных улыбках, в привычке искать друг друга в толпе и в молчании, которое кажется громче слов. Им не нужно пытаться казаться близкими, потому что эта близость уже является частью того, как они дышат, находясь в одном пространстве. Часто самые искренние моменты наступают, когда они снимают свою защиту. Когда камера не является главным объектом внимания, когда сценарий уже не помнится, когда рефлекс берет верх над логикой. И здесь Тэхён и Чингук всегда не могут скрыть то, чего они, возможно, даже не до конца осознают, что друг для друга самое безопасное место, куда можно вернуться. Неудивительно, что Чингук кажется другим, когда рядом Тэхён. Более мягким, более беззаботным, более честным. Тэхён, по-своему, всегда кажется спокойнее, когда Чингук рядом, как будто чрезмерный шум в мире можно заглушить одним лишь присутствием этого человека. Можно сказать, что это просто совпадение. Можно назвать это фан-сервисом или преувеличенной дружбой. Но совпадения не повторяются снова и снова по одной и той же схеме. Совпадения не заставляют человека постоянно терять контроль над выражением лица. И совпадение не заставляет других участников реагировать так, будто они знают больше, чем говорят.
Потому что, если бы все это ничего не значило, почему последовавшая тишина казалась такой тяжелой? Почему были моменты, когда комната вдруг казалась слишком маленькой, слишком тихой, слишком наполненной чем-то недосказанным? Почему их реакция часто выражалась не в откровенном смехе, а в едва уловимой неловкости, как будто была пересечена невидимая граница? История Ты Кука никогда не казалась историей, которую хотелось бы выставить на показ. Скорее, это была история, которая развивалась медленно, хранилась в тайне и тщательно оберегалась. Отношения, которым не нужно было быть в центре внимания, потому что они процветали на заднем плане. И, возможно, именно поэтому, как бы люди ни пытались это отрицать, эта история никогда по-настоящему не исчезала. Потому что до тех пор, пока Тэхён рефлексивно искал Чингука в каждой комнате, и до тех пор, пока Чингук терял самообладание всякий раз, когда Тэхёна слишком глубоко расспрашивали, эта возможность существовала бы еще долго.